Ассаламу алейкум, достарем, всем большой привет! И у нас сегодня есть интересные новости, они касаются именно открытия дополнительных регулярных рейсов из Узбекистана. Также отличные новости, у нас почти 1 миллион привито граждан Узбекистана уже на сегодняшний день. И даже люди начали прививаться уже вторым компонентом вакцины. Также в Российской Федерации посмотрим, сколько новых случаев. Все у нас стабильно. Если такие новости тебе интересны, ставьте, ребят, лайки, подписывайтесь на канал Планета УЗ. Ну а мы начинаем. Друзья, авиакасса Рахат предлагает чартерные рейсы как из Узбекистана в Россию, так и из России в Узбекистан. Ближайший рейс 8 мая чартерный Самарканд-Москва. Действительно, авиакасса предлагает возможность добраться узбекистанцам как из Узбекистана в Россию, так и обратно. Все, что нужно сделать, набрать номер телефона, который вы видите на экране, либо подпишитесь на группу в Telegram, которая закреплена в комментарии под этим видео. На все вопросы вы обязательно получите ответы. Звоните прямо сейчас. Ну а мы, ребят, переходим к новостям. Узбекистан Airways увеличивает частоту полетов в Бишкек уже с 8 мая. Рейсы будут выполняться уже по 3 раза в неделю. Понедельник, четверг и суббота мы действительно видим планомерное расширение регулярного авиасообщения из Узбекистана. И ждем, конечно же, самых главных новостей, когда рейсов действительно будет регулярно больше из Ташкента в Москву, из других городов Узбекистана, чтобы можно было спокойно, без каких-либо оснований попасть в Российскую Федерацию. Как написано в данной статье, Узбекистан Airways объявила об увеличении количества регулярных рейсов по маршруту Москва-Бишкек-Москва. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. С 8 мая рейсы в Ташкент и Бишкек обратно будут выполняться по 3 раза в неделю, в понедельник, четверг и субботу. Стоимость авиабилета начинается от 1 миллиона 54 тысяч сомов. Это по направлению конкретно Ташкент-Бишкек, а туда и обратно, Ташкент-Бишкек и обратно, стоимость будет в обе стороны начинаться от 2 миллионов 158 тысяч сом. Расписанием можно ознакомиться на сайте узбекской авиакомпании uzairways.com. Действительно, пока мы видим, что Узбекистан выходит из кризиса пандемического с расширением, конечно же, авиасообщения. Ведь авиасообщение — это главный двигатель, грубо говоря, торговли для Узбекистана. Потому что мигранты едут как в другие страны, так и возвращаются обратно. Мы знаем, что за первый квартал 2021 года почти $1,5 миллиарда было отправлено в Узбекистан трансграничными переводами. Это говорит о том, что действительно люди, узбекистанцы, работают, зарабатывают и отправляют деньги к себе домой. Ребят, переходим дальше. Еще одна новость про авиарейсы. В Узбекистане отменят скидку 20% на авиабилеты для мигрантов. Почему конкретно отменят для мигрантов, мы сейчас посмотрим. В Узбекистане в июне 2021 года отменит скидку 20% на авиабилеты для мигрантов. Сообщает об этом нам корреспондент со ссылкой на постановление президента. Давайте пройдем и посмотрим, что же это у нас за ссылка, что за постановление у нас было от президента. Таким образом, хотят сказать нам, что теперь эта скидка действовала именно в период пандемии, и теперь она заканчивается. Ребята, обратите внимание, данное постановление у нас на 6 листах. В целях поддержки предприятий гражданской авиации в условиях пандемии коронавируса, ускорения процессов трансформации в данном направлении, утвердить дорожные карты по ускоренных процессах, согласовать в предложении Министерства финансов и Транспортного агентства управления государственными активами исполнительных актов. И тут очень много всего написано. Давайте посмотрим, где тут сказано, что определить и установить ставки налога, написано здесь у нас. Так, еще у нас идет стоимость строительства и очень много всего. Да, друзья, вот здесь в пункте у нас получается в 6-м написано, что полное возобновление пассажирского авиаперевозок в обе стороны в Российскую Федерацию, проведение переговоров, также у нас и возобновление
паломнических авиарейсов. И третий пункт – отмена скидки в размере 20% на стоимость авиабилетов эконом-класса для пассажиров, въезжающих за рубеж для осуществления временной трудовой деятельности. То есть непосредственно для мигрантов получается отмена скидки. Все, кто едет на работу, заниматься трудовой деятельностью, ну как это будут определять, пока непонятно. Но ясно точно, что в этом постановлении прям этот пункт есть, я вам показал. Отмена скидки для мигрантов. Постановление у нас получается 30 апреля было подписано 2021 года Министерством Узбекистана, да, то есть в любом случае оно будет действовать, и эта скидка отменяет полностью для мигрантов возможность приобретения билетов с 20% скидкой. Вот такие вот новости, ребят, конечно, не очень позитивные, но какие есть, все-таки они у нас есть. И переходим еще к третьей новости на сегодняшний день. Узбекистанцы начали получать вторую дозу вакцины от коронавируса. Узбекистанцы начали получать вторую дозу именно по истечению 21 дня с момента получения первой дозы. Вчера, 3 мая, написано, прививку получили 55 795 человек. Из них 47 это была первая доза, и 7979 это уже вторые пошли люди, которые будут полностью уже получать два компонента, и уже потом быть защищенными они будут от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество граждан, которые вакцинировались в Узбекистане, достигло 911 811 человек. Ребят, получается, почти миллион узбекистанцев получили первый компонент вакцины, и уже из них 8 тысяч получили второй. Среди регионов больше всего, которые вакцинировались, Андижанская область 8677, следующий идет Самаркандская, Наманганская области. Меньше всего вакцинируется в Наваисской и Сырдарьинской области. Общее количество вакцинированных людей больше всего в Ферганской области 126 тысяч, потом Андижан 99 тысяч и Наманганская область 98. Вот здесь у нас представлена прям картинка, можно будет потом посмотреть. Здесь полностью расписано, сколько конкретно человек вакцинировалось в Узбекистане за 3 мая. Ну, в лидерах мы тут можем глянуть с вами 99 тысяч. Это у нас идет с 1 апреля как раз таки Андижан, и 126 это Ферганская область. Ташкент 63 тысячи. Отстает. По количеству заражений не отстает Ташкент на первом месте, а по количеству вот именно вакцинации Ташкент пока уступает. Ребят, вот такие вот новости у нас. Я думаю, в принципе, они хорошие, позитивные. В Российской Федерации у нас стабильно все находится на уровне 8 тысяч новых случаев в день. Вакцинация идет полным ходом. Сейчас уже больше 20 миллионов прививок получено в Российской Федерации. Поэтому на работу ехать можно, стабильно здесь все можно зарабатывать, не бояться. Вот такие вот новости у нас на утро 4 апреля. Если были интересны и полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Планета УЗ. Всем удачи, здоровья, хая, саламат,